Asus TUF Gaming BE9420. Да, приставочка BE9420 говорит о том, что это Wi-Fi 7. При этом это полноценный Wi-Fi 7 роутер с тремя диапазонами, включая 6 ГГц, 320 МГц каналы, 4К кам, мультилинк, при этом разный мультилинк, гостевые сети, сети для устройств умного дома и, конечно же, игровыми функциями. Да, здесь нет некоторых функций, такие как есть в Asus ROG роутерах, да, таких топовых, но это базовый минимум, который у нас, не у нас доступен, а в который нужно входить, если вы хотите полноценный Wi-Fi 7. То есть здесь все 2,5 гигабитные порты, есть выделенный игровой порт. И, конечно же, есть поддержка разнообразнейших VPN, как серверов, так и клиентов. Сейчас мы с вами его распакуем, конечно же, пойдем посмотрим его функциональчик и потестируем на скорости. А вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик. В описании под видео ссылочки на канале Технозон. Поехали! Технозон. Та-дам! BE9420. TUF Gaming, Wi-Fi 7 роутер, кстати, по-немецки TUF. Расширяемый iMesh, Wi-Fi 7, это мы уже увидели 3 года гарантии, iProtection. Давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Есть 6 ГГц, да ладно, 3-бандовая, 9400. Теперь видим, что у нас все 2,5 WAN порты и LAN порты, 3.0 есть у нас USB-шка и, конечно же, игровые режимы, мобильные, OpenNAT для консолей. Все выглядит очень просто. Патчкорд, блок питания, за что я хочу сказать спасибо Asus за вот такие вот кастомизованные блоки питания. Смотрите, можно любую вилочку подключать. Блок питания сам по себе у нас 20-ваттный. Ничего себе, 12 вольт, 2,5 ампера. Это нормально так, я вам скажу. Теперь дальше. Сам по себе роутер. TUF Gaming. Смотрим. Раз, два, три порта. LAN. Этот порт игровой. WAN порт 2.5. USB-шка 3.0 есть. Конечно, WPS, Reset, кнопка Power. И все, в принципе. Можно повесить на стеночку резиновые ножички. И спереди фирменный значок TUF. Смотрите, как вот эти штуки мне нравятся. Это как под геймпад, что ли, сделано. Антенны поворотные. Антенн. Раз, два, три, 4, 5, 6. Антенны поворотные. Раз, два. Сюда на 45, сюда на 90. Все. То есть хороший, прикольный роутер уже известной нам серии. Просто логическое продолжение. Поэтому поехали его тестировать. После распаковочки, конечно же, начнем с того, что заявляет производитель. А заявляет он то, что это трехдиапазонный роутер, вернее, игровой маршрутизатор TUF Gaming BE6420. Хотя по-немецки TUF будет. Но Asus не любит, когда я говорю TUF. Или TUF, или TUF. 4 порта по 2.5 и пошло. Игровой маршрутизатор стандарта Wi-Fi 7 с 320 МГц каналами в диапазоне 6 ГГц и модуляция 4096 кам. Поддержка мультилинка, всесторонняя защита и пошло по основным хайлайтам. Мы видим хорошее покрытие, опять же заявляют. У нас Wi-Fi 7 6 ГГц есть со скоростью тотальной 5764 мегабита, в 5 ГГц 2,8 гигабит и в 2,4 688 мегабит. Объясняю, тотальная вот эта вот цифра 9400, это 9,4 гигабита. Это не значит, что одно устройство может 9,4 гигабита получить. Нет, это значит, что суммарная канальная скорость, пожалуйста, не путайте, суммарная канальная скорость в сети будет именно может достигать до 9,4 гигабита. Также они, видите, симулятивный МЛО, альтернативный МЛО, то есть есть поддержка всех типов МЛО. Все зависит от устройства, чтобы вы понимали. Здесь стоит 4-ядерный 1,5 ГГц процессор и есть выделенный игровой порт. Конечно же, USB 3 мы с вами уже видели. Объясню. Вот игровой порт, вы там говорите, ну это не работает, как он игры детектит. Нет. Игровой порт назначается, он приоритизируется. Вы ставите устройство и указываете, что его нужно приоритизировать. Ему, откровенно говоря, все равно, во что вы там играете и как он там будет детектить. Единственное, я вам сейчас покажу, там можно профили игровые ставить под каждую оптимизация протокола, под каждую игру, которую он поддерживает. То есть это все в этом роутере есть. Также
здесь заявляют про Game Boost, но здесь мобильные, на мобильных устройствах есть свой, скажем так, вот свое приложение, которое действительно там делает свой Game Boost, выгружает все из памяти, приоритизирует опять же тот же самый трафик. И есть AI Protection плюс Mesh сеть, которую можно сделать. Насчет охлаждения это можно не переживать, там такой радиатор влепили. По характеристикам, здесь у нас схема MIMO 2х2 во всех диапазонах. Также у нас 256 мегабайт флеш и 1 гигабайт оперативной памяти, конечно же, поддержка OFDMA. И то, что меня интересовало, кроме всех этих геймбустов и тому подобных, это WPA3 наличие, плюс наличие VPN клиентов и VPN серверов. А вот насчет клиента, он поддерживает клиенты, он поддерживает VPN Instant Guard, клиенты LTTP, OpenVPN, PPTP и WireGuard VPN. Также поддерживает серверы IPsec, OpenVPN, PPTP, сервер WireGuard VPN Fusion тоже он поддерживает. Вот такие вот дела. Поэтому тут очень даже все красиво. А ссылки в описании под видео. А мы переходим с вами в панель управления. И здесь вот очень все красиво сделано. Это интерфейс стиль TAF. Нажимая на каждую из иконок, вы будете получать какие-то базовые настройки справа. То есть нет необходимости проваливаться, допустим, куда-то вниз. Хотя вот вы можете здесь проваливаться. А вот смотрите, я нажал на USB 3. Можем сразу туда перейти и посмотреть. Например, здесь есть iTunes серверы. Например, есть сетевое окружение Samba с многоуровневым доступом, то есть вы можете здесь ставить много, например, добавлять каких-то пользователей, пароли и распределять их по папкам, да, доступ к папкам. Поддерживают практически все файловые системы и можем сразу же с вами, да, Леш, сейчас я буду говорить, какие файлы, вставляешь файлы, которые уже есть на диске записаны. И сейчас мы с вами проводим Samba тест. Не отходя от кассы, скажем так, смотрите, копируется у нас файл со скоростью 190, ну я максимум видел мегабайт в секунду, чтобы вы понимали. Ну, давайте так округлим, 200 мегабайт в секунду умножаем на 8, это по сути 1,6 гигабита чтения Samba сервера. Плюс у нас на запись, давайте в обратную сторону, у нас по факту будет, ну, с заменой, у нас будет 100 мегабайт в секунду, это 800 мегабит. И все зависит опять же от конфигурации вашего устройства, которое вы подключили, от сети и от быстродействия того накопителя, который вы подключили. Если вы подключите флешку какую-то вшивую, то само собой вы там ничего не сделаете. Это все понятно. По медиасерверу. Если у вас есть, например, смарт-телевизор, смарт-ТВ-бокс, какие-то мультимедийные сервера, мультимедийные устройства, то используя их, вы можете получать доступ к видеозаписям на вашем внешнем жестком диске. Например, смотрите, у нас, ну давайте, 4К ролик мы проигрываем в режиме реального времени прямо с Samba сервера. Пожалуйста, он воспроизводит. Это LG Barcelona, она поддергивается, потому что она сделана в таймлапсе, то есть это не прямое видео. Это тоже отлично работает. Плюс есть общий ресурс FTP. Если говорить уже про USB приложение, чтобы закончить с ним, есть, кроме файловых серверов, есть сервер печати, то есть можно принтер подключить и печатать во всей сети с него. Есть поддержка 3G, 4G, 5G роутеров, 5G уже тоже на нем работают. Поддержка Time Machine для, допустим, экосистемы Apple и Download Master. Я не буду его устанавливать, показывать, потому что YouTube сейчас неоднозначно на это реагирует. Но это торрент клиент. Да, он здесь тоже есть встроенный. Возвращаемся к карте сети и давайте чуть еще поклацаем. Что же у нас тут есть? Есть WAN-LAN. Ой, слушайте, ну если вот про WAN-LAN, давайте сразу WAN-LAN протестируем. Мы начали тестировать сначала на iPerf. Пожалуйста, мы получаем 2,72 гигабита, ну, грубо говоря, 2,5 в пике у нас было с учетом кэша. И в среднем он у нас идет стабильно 1,93, на многопотоке он держит 2 гигабита спокойно. При том, что мы использовали также и Open Speed Test и получаем здесь с вами там до 1.8, до 1.9, то есть мы подтверждаем этот, скажем так, тест. То есть для нас был iPerf главным, то есть я сейчас здесь подтвердил этот тест, все, меня не интересует. Честный 2,5 гигабитный роутер. До Wi-Fi сейчас дойдем, давайте пойдем посмотрим, что он еще может. iMesh, то есть здесь можно управлять mesh-сетью, добавлять, конечно же, управлять переходами, там есть даже тонкие настройки, чуть дальше покажу. В самом разделе сети у нас вот, мы дошли до Wi-Fi, очень классно вынесли под раздел сеть, потому что здесь мы можем сделать гостевую сеть с временем существования, с однократным доступом. Есть детская сеть, это немаловажный аспект, потому что для детей вы можете сделать отдельную сеть с AdGuard, допустим, вы можете сюда активировать AdGuard для блокировки рекламы, вы можете сделать сразу расписание
Также есть сеть интернета вещей. Кстати, у меня развернута здесь сеть интернета вещей. Сейчас пока ничего не подключено, потому что я в студии. Там работает 2,4-5 ГГц. И чем она отличается от простой гостевой сети? Она изолирована от внешнего мира. И из внешнего мира попасть в нее, откровенно говоря, трудно только через какие-то специфические клиенты, через внутреннюю сеть. То есть взламывать устройство, как это можно было раньше делать, нельзя. Потому что, не говорится конкретно про Asus устройство, говорится конкретно про устройства умного дома. Некоторые могут накупить каких-то умных розеток дешевых, либо что-то еще из Китая. Они действительно все уязвимы. Есть сети VPN, тоже подключается очень просто, и многосвязочная операция, это имеется в виду Multi-Link Connection. Если говорить про то, что он поддерживает, то есть вы в каждом из них можете выбрать WPA3 работу, допустим 6 ГГц, там только WPA3, по шифрованию WPA есть AES плюс GCMP 256, то есть если вы будете использовать вот такой вот момент шифрования, то там вообще взломать практически Unreal ваш пароль, хотя кому вы нужны. Можно также здесь включать расписание, включить функцию фильтрации адресов и управлять клиентами. Даже сделали вот такой вот QR-кодик для доступа. Ну и если говорить по скоростям. Мы тестировали на телефоне 6 ГГц. Честно говоря, все зависит от телефонов. Сейчас у меня нет хороших полноценных 6 ГГц, блокируются в моей стране. 6 ГГц получает доступ, и он спокойно там до 2 гигабит, до 1,9 он вытягивает без проблем. На загрузку, на выгрузку будет, конечно же, чуть меньше. Смотрите. То есть 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, то есть отлично, 6 ГГц, у меня вопросов нет, 1.7 даже там в пике было. По 5 ГГц, 5 ГГц у нас тестируем 5 гигагерцовый Wi-Fi-чик. И пошло то же самое, приблизительно, там уже тестировали с компьютера, 1.5, 1.6, 1.7 до 1.8, приблизительно то же самое мы получаем по скорости. Это на загрузку, на выгрузку будет чуть меньше, у меня там облака начали выгружаться. Но в целом мы подтверждаем скорости, которые вот есть он спокойно. 2 гигабита, под 2 гигабита тягает. То есть сказать, что этот роутер там какой-то слабый, нифига себе, он тягает. Ничего себе, Wi-Fi работает отлично. Смотрите, 1.7, на 1082. Но мы не мы. Если бы мы не сделали тест покрытия. То есть мы сейчас делаем базовый тест на обыкновенном смартфоне возле роутера. У нас студия 65 квадратных метров, мы делаем от угла в угол тест, то есть это покрытие примерно трехкомнатной квартиры при размещении роутера в центре, то есть вы должны это понимать, то есть мы тестируем такую возможность. Потому что роутер это не про пробивание стен, а про обтекание сигнала, потому что роутер не является ионизирующим, вернее издающим ионизирующее излучение, поэтому он не может пробивать, иначе бы вы все получали бы радиоактивное облучение. То есть у нас есть сейчас базово 1492, давайте еще один тест проведем. Вот 1655 на 1200, грубо говоря, там сейчас средний какой-то получим, около гигабита на 1000. Пускай будет на 1000. И тестируем с вами в другой части студии, и я вам объясню, как здесь понимать результат теста. На нашем отдалении роутер не должен падать меньше, чем на 60%. То есть падение на 60% это допустимая норма. Он падает меньше, чем на 60%, даже меньше, чем на 50%, что есть хорошим показателем для покрытия роутера. То есть такой роутер при размещении в центре трехкомнатной квартиры в 5 ГГц диапазоне дает нормальное покрытие. Вот, пожалуйста, 987 в среднем на 620. 2,4 ГГц нас, в принципе, порадовали тем, что даже в этом мусорном диапазоне старом мы получили там 350-360 мегабит на загрузку. Это имеется в виду на стационарном решении, на ноутбуке. Дальше у нас, давайте ждем. На выгрузку мы получили до 200 мегабит, там 140, 150, 160. Из того, что мы видели в пиковом, хотя в пиковом значении на смартфонах мы получали до 250 мегабит спокойно. Вы сейчас увидите это на тестах отдаления. Потому как 2,4 ГГц возле смартфона у нас показало, вернее возле роутера на смартфонах показало на загрузку там от 240 в пиковом до 150-160 в нижнем значении. Смотрите, сейчас мы получим с вами среднее. Среднее будет 160.
То есть вообще вопросов нет. И на выгрузку, вы видите, там даже доходило там в пиковом значении 360-370 мегабит. Это прям вот хороший показатель действительно для таких дел. Это прям вот очень хороший показатель. И вот, пожалуйста, результаты на отдалении. Давайте стартуем и тестируем. 95 мегабит до 120 на загрузку в пиковом значении. Давайте ждем. И на выгрузку у нас. Так, и 100 на 60 у нас получился результат теста. В 2.4 удовлетворительно. Но 2.4 я давным-давно перестал обращать внимание, потому что мы с вами имеем мусорный диапазон, как я это называю. AI Protection. Класснейшая штука, которая есть у Asus. Это коллаборация с Trend Micro по защите, где есть оценка безопасности роутера, устройства, блокировка вредоносных сайтов, блокировка вредоносных телефонов, либо ваших устройств, которые заражены вирусами. Блокировка вредоносных сайтов, здесь имеется в виду статистика, и двухсторонний IPS также поддерживается. То есть есть конкретная сетевая защита. Вот смотрите, я сейчас включу. И тут мне выдало опасно, это про пароль моего роутера, скажем так. То есть это классная тема, действительно. Радиевский контроль расширенный, хороший. Вот смотрите, например, мы можем взять вот лисички и телефончик и заблокировать ей контент для взрослых. Она уже там возмущается. А ты что-то смотрела, что ли? Нет, ну все понятно. Есть блокировка мессенджеров, соцсетей, интернет-телефонии, опять же блогов, мобильных ресурсов, пилинговых сетей или P2P файлов и мультимедийный контент. То есть можно игровые, потоковое видео блокировать, аудио, интернет, радио, и телевидение. Также можно включать по расписанию Wi-Fi, либо выключать, либо доступ. И есть AdGuard, это DNS для блокировки рекламы и трекеров. Классная тема. А вот теперь мы доходим до главной фишки данного роутера. Это оптимизация игровых устройств. Приоритизация. Мы можем добавить, например, добавить какое-либо устройство на приоритизацию. Давайте Лисичкин смартфон мы сейчас добавим. Он у нас пошел на приоритизацию. Нажимаем применить, и он будет в приоритизации, если она будет играть. При том, что в смартфоне, я сейчас включу вам запись, и вы видите сейчас управление роутером. У нас здесь есть, конечно же, Game Boost, есть приоритизация для игр, для такого видео, аудио, работа из дома, обучение и тому подобных вещей. Вот, пожалуйста, сам по себе Game Boost. Видите, он может быть оптимизатором. Все, у нас произошла оптимизация и пошло у нас. Видите, оптимизация, высокий приоритет дают текущей игре, которая есть в смартфоне. То есть он переделывает саму систему смартфона немножко для более правильной обработки игровых каких-то решений. Скачать именно приложение можно прямо здесь. Также мы можем перейти и переадресовать порты. Вот как с портами быть, это очень просто. Вы можете просто включить OpenNAT. Это очень просто. Одним, скажем так, вот таким вот ползунком. И плюс задать игровой профиль для, допустим, каких-либо устройств. Нажимаем игровой профиль. Игр здесь бесконечное множество. Например, давайте зададим для World of Tanks. Выберем внутренний IP-адрес. Например, Technozone.ua будет играть на платформе PC World of Tanks полноценный. Видите? И у нас сразу же протоколы UDP и TCP оптимизируются. И, грубо говоря, у вас будет минимальная задержка, максимально низкий пинг, и, конечно же, будет все отлично работать. Иногда в некоторых случаях это помогает привнести, даже увеличить быстродействие самой игры. То есть здесь есть, конечно, здесь не такие мега есть, допустим, в том же самых Asus ROG, допустим, роутерах, там есть еще дополнительные фишки, там есть и выделенные серверы, короче, для игр у самого Asus, да, там есть маршрутизация через их серверы. А здесь вот сделали, ну это TAF серия, чуть-чуть дешевле. Адаптивный сервис QoS есть стандартный, здесь даже скорость интернета можно проверить. Ну, давайте, хотите, проверим, если он даст протестировать. А вот, пожалуйста, вот он сейчас тестирует 1.9, 1.8, вот в режиме реального времени мы с вами получаем какой-то тест устройства, да, там 1.9 на 1 гигабит. Нормальный тест. Есть же анализатор трафика, допустим, USB устройство мы с вами уже рассмотрели, и поехали по более тонким настройкам. В беспроводных сетях мы можем с вами выбрать миксованный режим 20-40 МГц в 2,4 ГГц диапазоне, либо 20, либо 40. Каналы поддерживаются от 1 до 13. Есть в 5 ГГц у нас и миксованный режим до 160 МГц, и дробленые режимы, и каналы от 36 до 140. И, конечно же, вот эта вот вся прелесть в 320 МГц диапазоне.
с каналами от 5 до 85. Есть поддержка WPS, WDS. В профессиональных настройках вы можете настраивать совсем тонкие настройки. Ну, если вы не знаете, о чем здесь идет речь, вообще не лезьте сюда. По спискам блокировки перемещения это для работы с узлами iMesh и, конечно же, есть мультилинк, который я пока не использую. По локальной сети. Локальная сеть в принципе стандартная. Единственное, вы можете здесь активировать управление IPTV, да, он поддержит IPTV, и управление коммутатором вы можете включить, допустим, Jumbo Frame, ускорение NAT и тому подобные. NAT Acceleration Type выбрать, тип акселерации NAT. В разделе интернет у нас все намного проще. Почему? Потому что у нас с вами есть классная тема Double WAN. Ну, кроме того, что поддерживается PPPoE, PPTP, L2TP, у нас есть двойной WAN, где мы можем с вами включить, допустим, вот еще один, подключить Ethernet LAN, ввести два провайдера, включить их в режим отказа устойчивости, либо балансировки нагрузки. При балансировке нагрузки, при работе с многопоточными какими-то сайтами, либо P2P сетями, у нас будет даже увеличение производительности выше, чем 2,5 гигабита. Такое тоже возможно. Есть переключатель портов, переадресация портов, есть поддержка демилитаризованных зон, DDNS и над pass-through. Здесь у нас уже есть проброс по конкретным пакетам VPN. Дальше Amazon Alexa нам не интересен, IPv6 тоже, ну, есть поддержка и хорошо. И вот по VPN. И по VPN серверам есть PPTP, OpenVPN, IPsec и WireGuard. Вы здесь просто-напросто можете создать свой сервер. По клиентам VPN Fusion есть у нас, видите, мы можем спокойненько работать. И InstantGuard VPN. Больше, в принципе, кроме брандмауэра стандартного, который может фильтровать URL, адреса, ключевые слова, фильтры сетевых служб, мне показывать вам здесь нечего. Ну, есть еще, конечно же, режимы работы самого роутера. Это беспроводная точка доступа, роутер, режим повторителя, медиаблидж, узел iMesh. Вот и все. В принципе, обновление и все остальное — это уже настолько стандартные функции, на которые я отвлекаться абсолютно не собираюсь. Поэтому переходим и делаем выводы. В качестве выводов рекомендую, конечно, рекомендую. 1,5 ГГц 4-ядерный процессор и при этом развитие интерфейса, развитие технологий. Asus вообще просто радует. Я вам серьезно говорю, я помню Asus очень старые времена, когда я делал еще обзоры на старые интерфейсы, на старые эти все рутеры. И тогда я вот как-то не понимал, куда это все придет. А сейчас я вижу развитие, прям оно реально видно. Поэтому я рекомендую. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл. Нагадайтесь на зону. Пока.